Привет, друзья! Знаете, я преподаю русский язык как иностранный, и я заметила, что все люди, которые изучают иностранные языки, делятся на 3 типа. И вот в этом видео я расскажу, какие есть 3 типа людей, изучающих иностранные языки. И мне будет очень интересно узнать, к какому из этих типов относитесь вы. Я наблюдаю за разными людьми, которые изучают русский язык, и не только. И знаете, я заметила, что люди по-разному могут относиться к языку в целом. От этого взгляда, от того, к какому типу людей вы относитесь, зависит буквально все. Стратегия для изучения языка, которую этот человек выбирает, упражнения, которые ему подходят, темп, в котором этот человек изучает иностранные языки. И кроме того, от этого еще зависит, занимается человек фонетикой, произношением или нет, или это для него не важно. Ну что, давайте сразу к типам. Какие же бывают 3 типа людей, изучающих иностранные языки? Первый тип я назвала языковой спортсмен. Это человек с таким спортивным азартом к разным языкам мира. Это человек, который смотрит на иностранный язык как на еще одну жертву, которую он хочет схватить. С каждым новым иностранным языком этот человек завоевывает все больше и больше территорий. Эти люди, как вы можете догадаться, обычно полиглоты, то есть они изучают несколько иностранных языков одновременно или нет, неважно, но в их жизни обязательно присутствует несколько иностранных языков. Обычно эти люди изучают иностранные языки быстро, достаточно быстро. Они как губки впитывают в себя все, то есть для таких людей очень хорошо работают все коммуникативные методы. Что бы они ни посмотрели, что бы они ни услышали, они отовсюду впитывают в себя. И, конечно же, эти люди стремятся как можно быстрее заговорить. Здесь уже зависит от конкретной цели конкретного человека. Бывают такие языковые спортсмены, которые хотят, например, читать на разных языках или смотреть кино на разных языках. Но что их всех объединяет, это скорость и желание быстрее прийти к своей цели. И очень в тему как раз висит у меня сумочка с Polyglot Conference, кстати. Насчет фонетики. Как эти люди относятся к фонетике, к произношению? 50 на 50. Я вижу, что есть люди из этого типа, которые как-то пропускают фонетику мимо себя. Они считают, что фонетика это для перфекционистов, это занимает много времени, это не важно, меня и так поймут, поехали, давай сразу общаться, звонить, переписываться, смотреть. Но также среди этого типа людей много таких, которые хотят не просто говорить на разных языках, но они еще хотят выдавать себя за носителей этих языков. То есть им доставляет особое удовольствие понимать, что носитель чужого языка принимает его за своего. Понимаете, о чем я? Еще, конечно, это люди с прекрасной памятью, с феноменальной памятью, с очень гибким умом, очень коммуникабельные люди, которые хороши в таком жанре, как small talk, то есть маленький поверхностный диалог на какую-то одну небольшую тему. Если вы узнаете себя в этой категории, напишите. И напишите, какие языки вы знаете, кстати. Второй тип людей, которые изучают иностранные языки. Это знаете, такие люди, как бы вам объяснить? Вот он, например, в обычной жизни Джонатан, а в душе он Достоевский. Это люди, знаете,
с русской душой. Ну или с душой там итальянской, греческой, эфиопской, американской, ну, в общем, в зависимости от изучаемого языка. Эти люди обычно не изучают много языков. Они фокусируются на одном языке, например, на русском языке, и им интересна красота этого языка, вкус, сочность, понимаете, образы, как создаются образы этим языком. Им интересно читать литературу, смотреть фильмы, вообще окунуться в эту культуру. Ой, у меня даже мурашки пошли по телу. Они относятся к языку как к искусству, как к музыке, например. Да, эти люди могут всю жизнь изучать один и тот же язык. И для них, конечно, меньше работают коммуникативные методы, для них работают больше и лучше традиционные методы изучения языка, чтение. Да, то есть они гораздо сильнее в перцепции, они гораздо лучше понимают и воспринимают материал. И не так смело порождают его. Насчет фонетики. Вот эти люди гораздо более склонны, чем представители прошлого типа, гораздо более склонны к тому, чтобы заниматься своим произношением. Потому что в звуке языка они тоже видят красоту. Если вы узнали в себе человека с русской душой, такого Достоевского, то тоже напишите, пожалуйста, об этом. И, наконец, третий тип изучающих иностранные языки. И этот тип я называю шпионы. Это вот, знаете, такие люди, от которых носитель языка может услышать, например, вот ты мне скажи, ну это понятно, что я молодец, это понятно, что я знаю много слов, это понятно, что ты меня понимаешь, но ты мне скажи, акцент мой слышишь или все-таки нет? Но главное, ты мне скажи, носитель языка так бы сказал, как я сейчас сказал. Это человек, которому важна каждая семантическая деталь. А знаете, смыслы, они выражаются разными средствами, в том числе фонетикой, в том числе произношением. Поэтому именно для этого типа людей фонетика очень важна. Важна как ни для кого. Не только как красота языка, не только для того, чтобы обеспечить понимание, но и для того, чтобы действительно овладеть этим языком. Понимаете? Вот овладеть, просто переродиться, стать носителем языка. Такие люди тоже есть. Их я встречала меньше, но такие есть. И именно они, конечно, в первую очередь интересуются фонетикой, произношением и сложными случаями грамматики, разницей между синонимами. Вот этим людям интересны вот такие сложные темы, тонкие темы. Ну и, конечно, есть четвертая категория, четвертый тип людей, изучающих язык. Это люди, которые изучают язык поневоле. Ну, например, они студенты, да, или ученики в школе, или учителя в школе, преподаватели, которые уже не помнят, какой там у них был тип в самом начале изучения. Сейчас это просто их работа, это просто их долг учить язык. Такие тоже бывают, и их на самом деле, признаемся уж честно, больше всего. Но я считаю, что это просто люди, которые еще не поняли, какой они тип. И когда их перестанут заставлять, у них будут все шансы стать либо спортсменами, либо Достоевскими, либо шпионами. К какому из этих типов относите себя вы? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Мне, правда, очень любопытно узнать, кто меня смотрит. Шпионы, Достоевские или спортсмены?
Или обычные люди, такие невольники, назовем их узники русского языка. Как вы заметили, фонетикой, произношением занимаются разные типы изучающих язык. Абсолютно разные. Я иногда сталкиваюсь с таким стереотипом, что, мол, фонетика — это для перфекционистов. С этим я абсолютно не согласна. Вы можете видеть по мне, потому как я веду канал, потому как снимаю видео. Я совершенно не перфекционист. И люди, которые занимаются у меня, разные. Да, бывают перфекционисты, конечно, бывают нет. Скорее, это как раз зависит от вашего взгляда на язык в целом, от вашего подхода к изучению языка. И это никак не связано с перфекционизмом. И вообще, перфекционизм — это расстройство, которое мешает жить, мешает дышать полной грудью. А фонетика — это круто. Заниматься фонетикой, заниматься своим произношением и говорить красиво — это просто классно. И это, наоборот, расправляет ваши плечи и придает вам уверенности в себе. Ну что же, была очень рада с вами сегодня делиться своими мыслями. Желаю вам всего самого доброго и до скорой встречи. Пока-пока.